Друзья, всех приветствую на моем канале Криптопассив, который уже превратился в дневник хайку поскорее. Началась новая неделя, новые возможности. В этом видео расскажу вкратце о моем скрипте Pump Dump, который я написал, объясню логику его работы и добавлю пару слов о рынке в целом. Значит, пошагово описывать создание скрипта я не буду, я это уже делал подробно в предыдущих видео, кому интересно, тот может посмотреть. Логика данного моего скрипта такова. За базу я взял, за точку отстрела, будем говорить так, я взял EMA 9 и EMA 14. Если у нас цена растет на 5% и больше и убегает на 5% и больше от данных двух EMA, от одной или от второй, то скрипт сигнализирует такое движение и отправляет мне сигнал в мой телеграм-канал. Для чего я это сделал? Ну, во-первых, когда мы постоянно в рынке не сидим, это полезно для тех, кто занимается скорее инвестициями, нежели трейдингом интрадей, потому что если ты не занимаешься трейдингом интрадей, ты не следишь за рынком ежеминутно, ежечасно даже, и можешь упустить хорошее движение. Мой же бот, зафиксировав данный рост, например, как вот здесь, был хороший рост одной свечой дневной, зафиксировав данный рост, подает сигнал, присылает мне сообщение в таком стиле, я его немножко видоизменил уже, немного редактировал, добавил еще EMA не только недельную, но и месячную, чтобы напоминал мониторить. Такой текст он мне пишет: зафиксировано падение 5%, указывает цену текущую и напоминает, что мониторь сетапы по EMA недельным и EMA месячным, держи руку на пульсе. То есть при росте он мне сигнализирует о том, что зафиксирован рост, обрати внимание, начинаю мониторить сетапы по дневным EMA, и при падении я его настроил так, что он мне напоминает мониторить сигналы на недельном и месячном графике. Касание по EMA. То есть вот как мы видим, у нас было падение. 7 ноября он мне прислал сигнал о падении на 5%. Всегда он считает данное падение от EMA 9 и EMA 14. То есть это у нас ярко-фиолетовая и сиреневая. Вот от них было зафиксировано падение 7 ноября. Это было у нас вот здесь. Это был хвост данной свечи. И если посмотреть, от EMA 9 и EMA 14 больше 5%, и он мне подал сигнал. Подал сигнал, если мы перейдем в момент этого сигнала на недельный график, то мы увидим, что цена 99, это был как раз прокол EMA 50 на недельном графике. Вот зеленая EMA, это EMA 50 у нас. Был прокол данной EMA, как я и говорил в предыдущих видео, что ожидаю прокола 50 и 60 EMA, как это было вот здесь. И только после этого какой-то отскок, посмотрим. Какой-то будет отскок, либо же, чтобы снять ликвидность чуть выше вот этих вот максимумов последних, либо же снимут эту ликвидность, дойдут там до 120 плюс-минус и уйдут дальше в коррекцию. Неизвестно, будет видно по рынку. Каждую неделю правила игры меняются, то шатдаун, то еще какие-то свистопляски. Будем наблюдать. Пока вместе срезание ставок вроде бы вот здесь вот рынок потянули вверх, потом был жесткий слив, потом вроде бы декабрьская ставка вообще под вопросом, пошли немного вниз, сейчас отменят если декабрь, в общем смысла нет гадать, будет как будет. Продолжаю развитие моей стратегии. Развитие таково, что не нужно хаи купить, как я на хаи купил на верхах. Вовремя не вышел, нужно вовремя выходить. Вот здесь зашел, вот здесь зашел, вот здесь на хаи купил, вместо того, чтобы выйти. Ну хотя бы вот здесь надо было выйти, вот здесь мог выйти в ноль. И сейчас потихоньку набирать позицию спокойно, да? Сейчас был бы первый вход от вот этой вот недельной EMA 50, от прокола. Вот это был бы первый вход. То здесь бы второй добор был, ну а там уже третий, если нужно, четвертый. Но на хай купил, вовремя не вышел вот здесь, а теперь сидим ждем. Итак, вернусь к логике скрипта. Значит, все просто. Просигнализировал он мне и просигнализировал вовремя. Кто-то скажет, зачем, если ты уже написал скрипт, который тебе присылает сигналы по касанием к данным EMA. По сути оно вроде бы и так, но лишнее напоминание не помешает, потому что сигнал был о проколе EMA 50 на недельном графике, он был 4 ноября. Мне прислал его мой скрипт по EMA сигналам, но вот если бы я, допустим, его проспал или не заметил, бывает открываешь, бегло просматриваешь, если занят, бегло пробежал, а на самом деле сигнал был о проколе 4 ноября, цена у нас была 101, а EMA у нас была 100-877. Почему разбег? Потому что есть своего рода толерантность, которую я настроил в скрипте. Даже если цена не проколола и не коснулась EMA, чтобы не упустить сигнал, бывает такое, что цена чуть-чуть капелюшку, совсем капельку не доходит до EMA и делает отскок. Значит, чтобы не упустить сигнал, я настроил своего рода толерантность и даже не касаясь, но будучи очень-очень близко к EMA, цена мне бот сигнализирует о данном приближении с определенной толерантностью, с небольшим разбегом. Это я настроил специально, чтобы не упустить сигнал. Вот был сигнал от моего EMA скрипта 4 ноября. который, если бы я упустил, о нем бы мне напомнил мой скрипт дампа пампа. Вот. А он, кстати, тоже на 101 цене прислал сигнал. Он и раньше присылал. Вот здесь 102 тоже был сигнал от него. То есть еще своего рода напоминание, которое мне сигнализирует о том, смотри, есть касание, есть падение, во-первых, мониторь недельные, месячные EMA, потом есть касание, заходи. Вот банально даже взять, если зайти просто от касания, это у нас минус 5%, уже 5% рынок дал от этого касания. Просто все, что нужно, вот уже даже стратегию придумал и сам по ней не могу следовать.
Вот на хай купил, как последний хомячела, и сам же по своей же элементарной стратегии просто вот бери, зарабатывай. Зайди, 5% закрой, не дожидаясь ничего. Вот сейчас уперлись в сопротивление, вот в сопротивление уперлись. Все, закрой 5%, ты получил. Нет. Почему? Потому что на хай купил, вовремя не вышел. Даже от 101, как сигнализировал, вот 101 это 4,8% от текущей цены. Скажете, мало? Ну, конечно, мало. Альткоины летают по 100, по 200. Ну, так они сливают такими полетами, как вот был слив. Биткоин 15% дал, а все остальные альткоины 80-90, а некоторые еще больше. А здесь вот стабильно 5%, хоп, и взял. Мог бы взять. В общем, логика такова. При росте он мне сигнализирует о том, что нужно мониторить EMA-сетапы на дневном графике. И при падении я настроил так, что он мне сигнализирует только когда зафиксировано падение ниже 50 EMA дневной. 50 это у нас какой цвет? Зеленый, да? Это уже будет черта, скажем так, ниже всех остальных EMA вот этих вот отработок, чтобы не путаться. И здесь он, но здесь для чего еще я его написал? Чтобы не впадать в панику, потому что вот здесь начинается паника. О, все, рынок пошел вниз. Да, он может уйти вниз глубоко. Когда-нибудь произойдет коррекция и глобальная, скажем так, где мой график? Когда-нибудь будет и глобальная коррекция, скажем так, до 55, допустим, как это было по циклам вот здесь ранее. Поэтому в чем еще опасность хай купить и опасность долгих инвестиций в том, что если не попал вовремя в цикл, зашел в конце цикла, то можешь уйти глубоко и потом нужно будет сидеть долго. И вот здесь начинается паника. Я смотрю то, что пишут на биржах, выкладывают. Просто вот даже открываешь Chrome и первое сообщение, там статьи какие-то о крипте, начинают разгонять и панику сеять. Когда у нас цена опускается сюда ниже, уходит индекс страха жадности 25 и ниже, начинают сеять панику, все, может уйти в глубокую коррекцию, может, но прежде чем уйти, еще сделает один марш-бросок, опять всех вынесет, опять. Система одна и та же. Когда рынок начинает корректироваться, разгоняют панику, в то время как ритейл паникует, начинает закрывать свои позиции в убыток. Крупный капитал здесь начинает скупать эти позиции ритейла, который их же и продает себе в убыток. Вот крупный капитал здесь скупает, пусть даже пойдет коррекция до 95, ничего страшного. Но даже если еще ниже, у крупного капитала денег много, они будут скупать, в то время как в панике будут обычные люди продавать. Потом начнется опять рост, и вот где-нибудь выше хаев, когда все уже успокоятся и увидят своими глазами, о да, пошел рост, все, можно заходить в рынок, и уже будет индекс страха жадности больше 75, тут начнут хай купить, тут начнем хай купить. Все по одному и тому же сценарию. Начнем хай купить, залетать в рынок на хаях, потому что позитив, супер позитивно, больше 70% жадность, но она же не просто жадность называется, она называется жадность не просто так в данном индексе. Вот когда мы начнем здесь хай купить и залетать, как последние хомячелы, крупный капитал начнет продавать в эти периоды. Да, он еще может порастет, рынок немножко попампится, но там уже будут продажи у крупного капитала, а ритейл будет напихивать будет защики, как последние хомячелы, а потом опять вниз. Так вот, чтобы не улетать в панику, когда рынок вот здесь, ниже зоны 25 по индексу страха жадности, когда все статьи летят просто очень печально, ой, все, торговая война с Китаем, там еще что-то, миллион новостей придумают, чтобы посеять панику. И я наблюдаю, что так и есть. И чтобы не улетать в эту панику, вот своего рода напоминание тоже, прилетает такое сообщение, что зафиксировано падение, мониторь сетапы EMA 1V 1M. Я вспоминаю, точно, у нас же есть EMA 1V 1M еще один M есть, вот она. 1M это у нас EMA 14, вот следующая. Цена ее 97. И от них тоже будут отскоки. То есть своего рода также напоминание, чтобы не улетать сильно в панику. Вот так вот такой нехитрый скрипт, друзья. Кому интересно, подписывайтесь на мой телеграм-канал бесплатно, туда приходят сигналы. Также я отредактировал немного сообщения от других моих скриптов. Например, к индексу страха жадности я добавил такое описание, чтобы не забывать самому себе напоминание. Ниже 25 уровня крупный капитал накапливает и выше 75 крупный капитал продает. Также я редактировал сообщение от моего бота по сентименту. Он теперь пишет, что замечен позитив, если ключевиков хотя бы 5, вот этих вот ключевиков хотя бы 5, то есть не 1-2, как сейчас, а если хотя бы 5 и больше, то тогда возможна реакция, возможен рост после данного количества замеченных ключевых фраз во всяких пабликах и телеграм-каналах. То есть вношу потихоньку корректировки, чтобы было восприятие упрощенное данного моего канала, чтобы он был максимально информативен, полезен. Вот еще оставил пока вместе отчеты от интеллекта, наверное, подержу их до конца года, посмотрю вообще, насколько он полезен, потому что он обещал
получал отскок хотя бы там до 150, 140. И уже, да, уже он пишет, и он тоже, как и я говорил ранее в предыдущих видео, что все-таки ожидаю еще, что сходят до 90-95. И он уже так же само пишет, что аккумулируй на дипах на 95 и ожидай 150 к 26 году. Ну, наверное, подержу. Здесь осталось пару месяцев, собственно, не так много. И 95 это уже совсем рядом, это 5% приблизительно. Поэтому 10%, потому что, да, у нас же на 5 уже отскочило от 50 эма. 50 по недельному графику и по месячному у нас вот ближайшее касание 14. 10% это, собственно, не так много. И учитывая предыдущие тенденции, тоже вот здесь была похожая ситуация. Я думаю, что еще будет откат от моих спагетти, вот этих вот. Сейчас потопчатся здесь, дойдут эма до 108-107, может быть, не знаю, может цена чуть выше подтянется. Потом может еще сходит чуть ниже, до 95. Возможно, нарисуют такую же картинку, возможно. Может быть, нарисуют чуть другую, как вот здесь. Может быть, сейчас сходят, снимут ликвидность на 120, как вот было ранее, тоже похожая картина. Может, сейчас сходят, снимут ликвидность на 120. После этого скорректируются на 95-90. И только после этого, может еще и глубже, и только после этого, может, дадут 150, как пишет интеллект. Ну, неизвестно, когда. Нам остается только гадать, это все равно все игра в вероятности. Но моя система с эма рабочая, несмотря ни на что, и если бы я по ней следовал, ни на что не отвлекаясь, то уже зафиксировал бы много раз прибыль. Зафиксировал бы ее и вот здесь, и вот здесь. И вот здесь даже бы зафиксировал. И вот сейчас 5% тоже мог бы зафиксировать. Но, увы и ах, рынок он очень тяжелый, поэтому и хочется написать какого-то автоматического бота, который будет самостоятельно торговать. И конечная цель такова, потому что эмоции не дают. Эмоции постоянно что-то ищешь, пытаешься что-то добавить. Уже придумал рабочую стратегию, абсолютно железно рабочую, но все равно постоянно на что-то отвлекаюсь, постоянно что-то сбивать с толку и какое-то фома, еще что-то. Нельзя вообще ничего читать, вообще ничего нельзя открывать, смотреть, читать, вот не знаю. Вроде бы и надо быть в курсе рынка, да, в курсе событий, но и в то же время нет. Вот здесь на хай купил, начитался этих отчетов про 150-200 от интеллекта, и теперь все, засел. Дневник хомяка теперь получается, а не криптопассив. Окей, друзья, не буду затягивать, вроде бы все, что хотел, сказал, про мой скрипт рассказал. Стратегия работает без сбоев, осталось ей только следовать, чтобы фиксировать вовремя прибыль и вовремя закрывать сделку. Осталось научиться совсем немногому. В следующем видео расскажу о другом моем скрипте, который написал, и оставайтесь со мной, если вам интересно. Ставьте лайк, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.